Всем привет, как звук? Еще раз всем привет. Слышите меня? Начнем. Помимо сегодняшних розыгрышей, самое главное, что я хотел бы сегодня рассказать, как древний шопоголик, это о том, каким образом выбирать товары на Алиэкспрессе. Особенно это касается гаджетов. Санек, конечно же, смотрите про мифы. Друзья, Инал, привет. Газ, привет. Как звук? Кто-нибудь напишите мне, как звук. Буду крайне благодарен. И сегодня мы с вами, пусть и кто-то в записи, обсудим, как все-таки покупать гаджеты, через что использовать. Отлично, Кипер, спасибо большое. Вот, нас 12, давайте подождем, может быть, человек еще 20 придет, и из 30 все-таки основную тему. Если что, кто только пришел, мифовские наушники, которые меня уже просили, наверное, месяца 3, как сделать обзор, не один десяток человек. Я очень сильно извиняюсь за то, что я так припозднился с ним. Но дело в том, что они пришли мне на другой адрес. Я заказывал товарищу наушники в подарок, потому что он выиграл в конкурсе. И потом на тот же адрес автоматом заказал вот эти уши. И вот пока он мне переслал, пока они пришли, пока я их получил, пока их протестил, поэтому так долго. С одной стороны это плохо, с другой стороны хорошо, потому что если бы я их покупал тогда, когда они только вышли за 10 тысяч рублей, я бы про них очень плохо рассказывал. Но на данном этапе жизненного развития я рассказал про них довольно неплохо, и они мне более-менее понравились. Джерри, привет, Саша, привет, Евгений, привет, Модел Пати, привет, и Влад, привет. Так, по сути, тема не особо интересная, но самое главное, что у нас сегодня будет? У нас сегодня будет, конечно же, розыгрыш Mi Band 4 и, напомните, и M9 это а-ля Элария. Правильно? Да, уже 50 тысяч подписчиков Дракула, и нас уже 39 человек, поэтому потихонечку тему мы можем все-таки начинать осваивать. Почему здесь лежат товары все до 10 тысяч рублей? Я думаю, вы прекрасно понимаете, что самые ходовые товары, опять же, на Алиэкспрессе, это в первую очередь китайские гаджеты, во вторую очередь это китайские гаджеты, которые стоят значительно дешевле в Китае, чем в России. Да, и вот, Евгений, каким образом купить вообще Amazfit Verge или еще что-то подобное дешевле? Первое, что вы всегда должны понимать, и каким образом не попасть с покупкой данных гаджетов, потому что не могут они дешевле стоить, чем в Китае. Они могут стоить дешевле, чем в Китае, если вы попали в промо-акцию, но прибавляйте к ней всегда доставку и понимаете четко, что вот эти вещи, они стоят своих денег. Допустим, все-таки давайте предметно. Вот есть у нас часы Amazfit Stratos. Они стоят сейчас, наверное, 1009. Можно купить где-то на определенного рода магазинах. Вот с данного момента все магазины, которые я сейчас буду упоминать, а я буду упоминать все, начиная с Гербеста и Алиэкспресса, да, начиная довольно сомнительных контор, потому что, опять же, через них я покупал, и хотя я не советую их, по каким-то причинам все-таки иногда стоит им доверять. Давайте, Андрей, сначала я раскрою тему, каким образом все-таки дешево покупать. Вы хотите послушать, как я купил почти 230 гаджетов для того, чтобы я показывал вам их на обзорах, и плюс, каким образом я покупаю гаджеты для тех же розыгрышей, Костя? Я думаю, вам интересно, потому что если бы я их покупал по ценам в магазинах, я бы уже разорил свою семью полностью. Вот, допустим, бипы я купил за 3000 рублей. Сколько мне понадобилось времени для того, чтобы их купить за 3000 рублей? Почти 7 месяцев. Как только Пандао открылся, они оплачивали часть стоимости товаров магазинам для того, чтобы вы часто в них покупали. И вот именно в Пандао я ждал, когда цена опустится наконец-то до 3000 рублей. Купил за 3. Эти часы я купил за 12. Во время промо, как только Стратосы начали продавать, их продавали по 9. Я очень надеялся, что их станут продавать по 8 тысяч. В итоге прошлым летом я купил их за 12. За 12 я их купил, чтобы вы были в курсе, в парке из-за стола с таким принтом. Нет, не в парке, но я бы с удовольствием и в парке бы снимал. Так вот, все-таки, по поводу этих часов. Я купил их за 12 тысяч не по той причине, что в Китае их можно было купить, да, нереально было купить дешевле. Я их покупал за, 7700, возможно, Дмитрий. Я их покупал за 11
тысяч рублей бы в Китае. Вот сейчас может быть за 7700, опять же, на том же Пандау. Но в тот момент, когда я их брал, на 4 ПДА было много отзывов по поводу того, что они могут быть бракованные. Два, если вы покупаете китайскую версию, а Дмитрий, я думаю, за 7700 там китайская версия, вы не сможете русифицировать их или перевести на английский язык. А в моем случае это критично. Я бы на китайской версии не смог бы делать обзоры. Вот. Потом, когда я покупал пейсы я покупал все-таки на Гербесте. И сейчас вот как раз я вам и расскажу, как все-таки покупать дешевле девайсы. Допустим, вам нужен Mi Band 4. Вы смотрите блогеров, меня смотрите, смотрите, не знаю, Wylsacom, Andronews и еще каких-то крутых. Переходите по их ссылкам. Они в основном, ну, почему люди рекламируют Gearbest, JD, тот же Pandao? Потому что они дают больше кэшбэка. То есть, когда вы покупаете на Gearbest, если это переход был по вашей ссылке, конкретно вашего блогера, то вы получаете много-много денег. Вот. Если вы покупаете на Али, блогер получает мало денег, если вообще получает. Очень часто на Алиэкспрессе магазины в принципе не дают кэшбэка. Да, стоит менять Mi Band 2 на Mi Band 4. Таким образом, для того, чтобы купить реально дешево, в принципе, вам нужно в первую очередь, это очень сложный алгоритм, я потом в принципе расскажу простой. Но на данный момент вы заходите в первую очередь, если, допустим, товар от Xiaomi, на официальный сайт Xiaomi и смотрите, сколько в юанях стоит товар. То есть вы должны четко понимать, что товар дешевле, чем на официальном сайте, это фактически с завода, если это брендовый товар. А мы говорим о Amazfit и Xiaomi, у них есть официальные магазины в Китае. Они точно не будут в России стоить дешевле. От этой цены вы отталкиваетесь. Дальше идем. Почему Mi Band 4, ну, допустим, дешевый товар, Mi Band 4, он стоит 1800-2000 на Алиэкспрессе, около 1400 рублей, 1600, это 20-25 долларов на JD. В сравнении с Stratos Mi Band 4 китайская версия после... Да. Давайте, товарищи, я отвечу все-таки на вопросы чуть-чуть позже. Может быть, все-таки кому-то, кто будет покупать после моего стрима в интернете товары, будет это полезно, а я уверен, даже многим. Так вот, чтобы понимать, реально ли купить данный гаджет дешево, вы должны понимать, сколько это стоит в Китае. Я понимаю, что заморачиваться не особо хочется, и слово «понимаю» это 300 раз мной почему-то сейчас повторяется, наверное, потому что был тяжелый день. Так все-таки, вы заходите в Китай на любой сайт, переводите через Google Translate. Google Translate великолепно переводит все сайты, и из китайского языка тоже. И после того, как вы благополучно заходите на сайт, смотрите цену в юанях, переводите их в рубли, прибавляете примерно сколько необходимо денег для того, чтобы вам этот товар доставить. И вот от этой цены отталкиваетесь. То есть это тот минимум, который вы должны искать. Искать еще дешевле что-то, это просто глупо. То есть если вы будете... Да, в пейсе не так удобно спать, как, не знаю, да я вообще уже ни в каких часах не сплю, это только для обзоров. То есть, если мне попадают на обзоры какие-то часы, я в них сплю. Вы узнали цену. После этого существует несколько магазинов. Вот я специально взял телефон для того, чтобы показать, пусть не на этом телефоне у меня основные программы, но все-таки. То есть, вы удивитесь, но я покажу вам eBay. На eBay иногда товары, особенно такие, как зарядки для телефона, зарядки для часов, еще что-то подобное, стоят дешевле, чем даже на Алиэкспрессе. Потому что на Алиэкспрессе очень много продавцов-монополистов. То есть у Блицвульфа монопольный, у Вейфанов монополия на какие-то товары. И когда вы переходите на них, вы думаете, вот, на JD их нет, на Banggood нет, на Gearbest нет. Опять же, Gearbest и Banggood я сейчас при вас, наверное, все-таки скачаю для того, чтобы вы поняли, до какой степени они дороже очень часто. Притом в основном по категории товаров востребованных вами. То есть тот же Mi Band 4 на Gearbest стоит намного дороже, чем на том же Алиэкспрессе. Притом на Алиэкспрессе вы 1000000%, что сможете его купить за те же 25 долларов всегда. Banggood, да. Вот так вот эта вот штука выглядит. На Banggood можно дешево купить, на Pandao можно дешево купить. Опять же, на Pandao мне пока приходили все товары, но я не верю, что приходят все товары всем, мне просто везет. Как покупать с eBay в Украину и в Россию? Да легко, ну хорошо, постараюсь, но не обещаю, потому что, видите, я все-таки рассказываю... Да, это все еще утопленные пейсы. Кстати, Verge 2 я тоже купил. Вот, есть у нас Banggood. Banggood есть, дальше мы устанавливаем Pandao.
что я сейчас делаю, я рекомендую делать вам всем. То есть понятно, что вы сейчас думаете, что, ну, польза, ты чего бредом страдаешь? Вот если бы я показывал на том телефоне, на котором снимаю, все эти программки у меня там есть. Единственное, я Joom не устанавливаю, потому что мне кажется, что вот это уже перебор. Каждый раз, когда я покупаю какой-то товар, логично, что первое, куда я захожу, это на AliExpress, после этого прохожу по этим магазинам. И скажу честно, очень редко я покупаю что-то, кроме как на AliExpress, иногда покупаю на Pandao, очень редко на Banggood. И еще есть такой магазин, это для тех, кто смотрит меня по причине того, что вам интересны кроссовки. Так вот, если вам интересны кроссовки, вы должны установить себе еще два магазина. Это Wildberries, которые можете хаять сколько угодно, но учитывая, каким образом вообще с Wildberries вам попадают подделки, чтобы вы понимали. С Joom это вообще просто жесть. Я ни разу с него не заказывал и не собираюсь заказывать. С Pandao не всегда приходят товары. Так вот, с Wildberries я заказывал почти все беговые кроссовки, какие у меня только есть. Только логично, что в сентябре я заказываю кроссовки, в которых бегать летом, а зимой в конце зимы, весной я заказываю кроссовки, в которых бегать зимой. Потому что, как вы понимаете, самые высокие скидки на все в конце сезона. Дальше. Я на все вопросы вам сейчас отвечу после того, как я все-таки донесу вам свою мысль. Так вот, по поводу большего количества людей, которые живут в России не в центральной полосе, то есть не в Москве и Петербурге. Для того, чтобы покупать товары дешево, вам нужен eBay, JD, Banggood, Pandao и Gearbest. Во всех этих 5 магазинах вы сравниваете цены. Но это не все. После того, как вы здесь сравнили цены, вы идете в элементарный Яндекс.Маркет и смотрите, сколько эти товары стоят в России. Вы удивитесь, но очень часто в России они стоят дешевле. Но Яндекс.Маркет еще не конечная точка. Опять же, на Яндекс.Маркете люди платят большие деньги, чтобы находиться там в строке поиска. И чтобы купить еще дешевле, вы должны просто погуглить эти магазины и посмотреть, может быть, есть все-таки магазины, в которых что-то дешево нереально стоит. Вот, допустим, есть джойстик. Джойстик тот, который еще у меня не был на обзоре, GameSear G6. У меня до этого был Xiaomi-шный джойстик, который я покупал за бодрых 6000 рублей, потому что думал, что он новый, а оказалось, что он старый. Так вот, этот старый джойстик за 6000 рублей я благополучно купил. После этого зашел на Play Market и увидел его за 1800 рублей. Только потом узнал, что этот джойстик в продаже уже 2 года, это раз. И два, его в России реально купить дешевле. То есть... Если вы ищете реально что-то дешево, нужно поискать в России, в Украине, в Казахстане, в стоковых магазинах, посмотреть в Китае, оценить, стоит ли рисковать, потому что единственное место, где более-менее лично мне всегда возвращают деньги, это AliExpress. Плюс, конечно же, eBay, если вы покупаете через, напомните мне, через PayPal. Вот. Дальше. Розыгрыш будет в конце. Инструкция такова. Где ищешь, где дешевле берешь. Нет, Александр, инструкция не заканчивается на этом. Так вот, когда вы покупаете товар за 1500 рублей, если, конечно, у вас зарплата сотка, вам плевать. Но если у вас зарплата сотка, и из них 80 тысяч уходит на кредиты, то я думаю, вам не наплевать, придет вам за 1000 рублей товар или нет. Для этого вам необходимо, конечно же, погуглить данного продавца и прочитать обязательно отзывы. Потому что даже если вы увидите, допустим, 5-звездочные отзывы у того же магазина с AliExpress, это ничего значить не будет. Они могут просто разослать каким-то людям, либо себе же продать, для того, чтобы повысить себя в поиске. Это раз. Два, там есть значок рекламы. И три, магия. Вы обязаны проверить магазин. То есть у каждого приличного магазина на AliExpress есть какое-то время нахождения его на этом на AliExpress. Если у вас у магазина нахождение на AliExpress меньше 2-3 месяцев, я надежным его никогда не смогу назвать. Так, с Gearbest, если покупать через PayPal, разве деньги не вернут? Я думаю, вернут, Джерри. Я рассказываю о своем опыте, и, к сожалению, Gearbest сейчас не радует меня дешевыми ценами ни на что вообще. Mi Band 4 заказать с Али, Китай или переплачивать за Global? Нет, я же говорил еще раз, Mi Band 4 вы все покупаете обязательно китайскую версию. Здесь я все-таки закончу свою мысль и попытаюсь объяснить вам, каким образом покупать товар. Так вот, вы увидели этот товар. Вот, допустим, Мифа. Ладно, Мифа плохой вариант. Вот, допустим, QCY. Их я люблю искать. Вы видите QCY. Благополучно, да, 119. Неважно, главное больше 50. Когда больше 50, я с удовольствием рассказываю. Если меньше 50, это уже люди, скорее всего, сидят ради конкурса, который обязательно будет. Мы видим 1280 рублей. Бах, 20 тысяч заказов. 4,8
средние звездочки, это вообще космос. Но это не самое главное. То есть вы сейчас благополучно нашли товар. Вы думаете, что он самый дешевый, 1280 рублей. Фокус нормальный или не особо? Что сегодня разыгрываем? Сегодня М9 разыгрываем и еще что-то разыгрываем. Напомните мне. Mi Band 3. Завтра мы должны, по идее, Mi Band 3 разыграть, но разыграем сегодня. Вот. Смотрим. Вот, допустим, вы посмотрели товар, увидели, что он 1280 рублей. Дальше вам AliExpress начнет рекомендовать подобные товары. Не обязательно такие же, а иногда и такие же по меньшим ценам. Это здесь. Но магия на этом не заканчивается. Для Алиэкспресса, который очень хочет вам что-то продать, важно, чтобы вы что-то купили. Вы выходите отсюда, допустим, вы мониторите товар не один день, и не только в горячих товарах. И вот здесь специально для вас 99,9 в периоде, в ближайшие 3 дня вы увидите цену меньшую. Ну не 99,9 в периоде, ладно, ну вот видите уже 1085, а там было 1280. В конце, Богдан, вы можете просто... Все, кто сидят на стриме ради розыгрыша, без обид вы можете уйти, чтобы не создавать лишнюю массовку, потому что мне не нужны ваши вопросы здесь в ленте. Я обязательно сохраню этот стрим, и вы узнаете, кто победит, либо прочитаете, потому что я обязательно под комментом пишу, что вы выиграли. Так, помнишь, я говорил про эту тему, где найти дешевле, 2 и 3 месяца назад, тема актуальна. Да, и не один вы, Газила, но Газила. Спасибо, что напомнили. Дальше. Вы это увидели. Помимо Алиэкспресса, таким образом вас пытается заманить не только Алиэкспресс, но и великолепный Пандао, который платит на данный момент продавцам за то, чтобы продавать их товары дешевле, чтобы увеличить свой трафик. То есть вы заходите, бах, вот магия, 927 рублей AirDots. Знаете, почему они мне пишут про AirDots? Потому что я их штук 6 уже купил в продаже. Не в продаже, а в розыгрыш, потом еще куда-то покупал. В общем, 900 рублей, 927 рублей. У кого еще также на Пандау 927 рублей AirDots предлагаются? Я думаю, не всем. Потому что я захожу и ищу их. Redmi Note 7, понятно, за 9400 многим, допустим. То есть, чем чаще вы мониторите в этой проге, тем ниже цены вам будут предлагать. Допустим, Mi Band 4 здесь предлагают за 1969. На Али есть дешевле. Пусть даже на 20 рублей, но там все-таки безопаснее покупать. Вот. С этим я закончил. Дальше все-таки по поводу AliTools, Виктор, и подобные программы. Вы уже поняли, каким образом мы с вами заказываем, выбираете товар вы сами. Мы поняли, где вы заказываете. Стабильнее всего eBay, AliExpress и, конечно же, магазин рядом с домом, потому что он всегда даст вам гарантию. Забыли, допустим, вы заказываете этот товар, что дальше еще делать? Обязательно берите кэшбэк. Кэшбэк, есть много кэшбэков. Я один из тех блогеров, которым не платят за то, чтобы рекламировать кэшбэки, но я все равно везде прописываю свой кэшбэк. И это единственный кэшбэк, который мне не предлагал денег. Я, кстати, специально в описании не указывал его сейчас. Захотите? Нет, везде есть. И на Пандау кэшбэк тоже. То есть вы берете кэшбэк через программку, вы берете кэшбэк по карте, если у вас овердрафтовая карта. Не овердрафтовая, обычно кредитные карты идут с кэшбэком. Хотя есть и дебетовые с кэшбэком. Вот. Самые лютые кэшбэки обычно на картах довольно сомнительных банков. Вы сами понимаете, о чем я говорю. То есть вам самим думать, стоит ли им пользоваться или нет. Я, допустим, уже ругался с ними. Там просто порядочно Сэм Королев, вот по всем вопросам, вот я сейчас говорю, опять же, если вы хотите друг с другом общаться, пишите в комментариях, потому что я в основном отвечаю на вопросы, вот в интересных сообщениях я и отвечаю. Интересные, надо, наверное, включить все сообщения. Дальше. По поводу Пандао. Я могу вам скинуть скрины того, что я покупал, и что мне все на данный момент пока пришло. Все, что я получаю, я обязательно снимаю на видео. Каким образом я получил, как получил, в каком состоянии, какие у меня претензии. На данный момент, наверное, каждому 4-му товару я открываю на Алиэкспрессе спор, и пока еще не было такого, чтобы мне этот спор не вернули. Дальше, по поводу товаров, которые вы сейчас видите. В принципе, у меня на обзоре был Mi Band 4, вы это и так прекрасно знаете. На него еще будут обзоры у меня. В перспективе, я думаю, это будет, конечно же... Ну, вы и так знаете, что у меня будет еще на канале минимум еще 4 обзора, но не в один день, потому что пора вам рассказывать о всяких вот таких наушниках, которых я уже показывал вам на канале Мифа 05. Или OU5, правильно, OU5. GameSear мне тоже нужно обозревать. Бритву красненькую Xiaomi, которая с Type-C-шным входом, расскажу. Я думаю, вам понравится. Так что так. Дальше.
Про покупку кроссовок расскажи, плиз. Дальше. По поводу тех, кто смотрит меня для того, чтобы понимать, какую обувь для бега, либо вещи для бега им покупать. Есть у нас Wildberries. Wildberries это не панацея. То есть то, что вы здесь сможете найти, это нужно мониторить долго, мучительно. И я бы сказал, что четко понимать, что вам нужно. Потому что разводилова, конечно же, очень много. Плюс очень большой процент брака – это люди, которые возвращают товар уже с браком, а продавцы, которые продают им его и забирают, не смотрят, присылают вам в упаковке с браком, и вы тоже не обращаете внимания. Потом в итоге у вас брак. Плюс кто-то запихивает туда тупо фейк, и потом эти подделки фейк вы покупаете. Чекни Havit i92. Давайте не сейчас. Дальше. Да, и у меня уже 2 бритвы на канале Джерри на обзоре, и это будет 3-я. И самое ужасное, что я ими пользуюсь. Дальше. Все-таки по поводу кроссовок. У вас, допустим, нет магазинов в вашем регионе. Кроме как Wildberries, в принципе, никто, по-моему, не доставляет так, чтобы мерить. Может быть, Озон еще сейчас доставляет. Вот на Озоне можно посмотреть, на Wildberries можно посмотреть, выбрать в итоге себе модель. Пусть вы там процент понизите свой продаж, еще что-то, но вы сможете с другого аккаунта свободно, либо ваша девушка, либо жена, либо друг заказать, и вы сможете заказать себе этот товар. Так вот, чтобы купить кроссовки дешево, вы подобрали себе модель. Дальше вы делаете магическую вещь. Вы заходите на kant.ru, магазин очень неплохой. Дальше заходите на магазин Trial Sport и смотрите, есть ли там эти модели. Если их нет, ползете на eBay. И вот эти вот 3 места, это Kant, Wildberries, наверное, все-таки, Kant, eBay и может быть, что еще? Что кроме Канта нормально? Trial Sport. И там заказываете себе эту модель. Если вы выберете себе более-менее приличную айсексовскую модель, либо Mizuno, вы обязательно сможете найти либо точно такую же, либо вот прям очень близко такую модель в этих магазинах, особенно в конце сезона. И покупаете. Так, фокус сбит из-за фона за гаджетами. Это синее дерево. Советую поставить серый фон, либо же белый фон. Хорошо, вам сильно бесит? Скузи. Можете просто слушать, если хотите. Дальше. Бывают скидки офигенные. Да, Алмаз, но, допустим, для любой категории товара есть определенная цена. Если вы покупаете более-менее приличные айсексы, топовые айсексы дешевле 4000 рублей, это $70, стоить не будут в принципе. Топовые Mizuno дешевле, чем, допустим, наверное, $80, миллиард процентов стоить не будут. Потому что их просто разберут ваши, не ваши. Дешевле $80 вы Mizuno Wave Rider не найдете. Оригиналы. Дальше. До фона у меня 6 штук. 3 штуки лежит и еще, наверное, штук 7 идет, если не больше. Все будет хорошо, други. Спасибо. Verge 2 я не знаю, когда появится в России. Verge 2 я уже заказал, как я уже говорил. Какие еще вопросы по поводу заказа? HTC есть бритвы. Круто. Карты памяти, где дешевые купить и хорошего качества. Алексей, все компьютерные какие-то вещи, я понимаю, что многие на eBay, допустим, покупают те же процессоры, материнские платы и подобные штуки. Я боюсь покупать за рубежом, потому что мне важна гарантия. У меня ноутбук 2 раза горел, 2 раза я его сдавал, Asus ROG Strix супер а-ля почти за 100. И я опасаюсь такие вещи покупать не в России. Я лучше переплачу реально эти 10%. Verge я заказывал, по-моему, на GD. Я не помню уже Verge 2, где я заказывал. Но у меня китайская версия, как вы прекрасно понимаете, потому что на Алиэкспрессе они каких-то космических 15 тысяч рублей стоят, и я считаю, что это полный перебор. Да, это Redmi Note 7, я обязательно куплю Meizu в ближайшее время, но я говорю, учитывая, что я работаю, спорт еще летом, помимо всего у меня супруга вместе с сыном в отпуске, и я зашиваюсь как минимум. Вот, я надеялся сегодня 2 обзора выгрузил в итоге только 1. Изначально Nike закупал айсексы и перепродавал, ну, возможно. А еще на Так, ничего ж себе, я не знал. Привет, тот с озера приехал, розыгрыш был? Нет, еще не был. Подскажи, будет ли идти стрим, отойти хочу на 20 минут? Наверное, будет, я думаю, до 9 будет. Можно банить магазины на Али, коллективные жалобы отправить на кидальщиков? Нет, вы можете просто, можете от своего имени, можете от коллективной, не знаю, от своего можете. Подскажи смарт-часы с возможностью замера давления, которые более-менее нормально мерят. Алексей, еще раз пересмотрите мои стримы, нет часов, которые мерят давление. Все это вранье. Вот. ЭКГ может более-менее прилично мерить только в США и только Apple Watch. Joy Buy заказывал? Нет, я не рискую. Nike не закупал Айсекса. Окей. Не пробовал
Новый магаз от Яндекса с Китаем. Тим Курт не пробовал, можешь мне ВКонтакте написать, что за магазин, я его попытаюсь протестить на каком-нибудь интересном товаре, который не особо кому-то нужен, потому что черт его знает, сколько они будут доставлять. А по поводу, кстати, споров, у меня есть, обязательно посмотрите, у меня есть ролик на споры, мне много людей пишут по поводу споров. Никогда не стесняйтесь открывать спор на Алиэкспрессе, никогда не договаривайтесь с продавцом. Я понимаю, что сейчас много появится хейтеров, людей, которые сильно беспокоятся за продавцов, и тем более людей, которые ставят мне благополучно дизлайки на довольно таких лайтовых стримах. Но если вы смотрите меня, я, соответственно, отвечаю за ваши интересы. Любой продавец хочет что-то сделать хитрое. Если вы откроете спор, предложите ему, допустим, вернуть вам 3000 рублей, он скажет, вы закрываете спор, а потом я их отдам. Нет. Нет и еще раз нет. Во-первых, сохраняйте эту переписку, ни в коем случае не удаляйте. А во-вторых, он также может благополучно закрыть спор, передав вам деньги, и все. Так, МС-фиты, да, топ. Бипы вторые вышли. Алмаз не вторые бипы, а лайт, скорее всего, вышли. Если вышли вторые бипы, я очень надеюсь, что вы мне ВКонтакте скинете ссылку, но я в это не верю. Не углубляюсь в историю, а не в слухи. Так. Не, углубись в историю. Окей. Дальше. Lion Noel. Помнишь? Да, но зачем вы переименовываете? Я Аву вашу помню, Lion Noel. Подскажи, пожалуйста, какие Bluetooth наушники подходят для классической музыки? Илья. Либо Meizu Pop, либо вот это дело, либо Meizu Pop 2, либо никакие, купи проводные, там за 2000 рублей, за 1500 ты будешь просто рад безумно, если ты потратишь все 5, а у меня, кстати, есть уже на обзоре около двушки наушники, в которых я и слушаю сейчас, помимо мифовских наушников, классику, вот мне очень нравится, потом покажу, как раз на обзоре на следующей неделе. Я Саньку Жилову. Привет, Ронда, очень рад тебя видеть. Вышел ли Stratos 2? По-моему, нет. Вышел Verge 2, это точно я их заказал. Знаете, как, кстати, каким образом можно очень легко определить, что у MSFit вышло? Вы заходите в MiFit, точнее в MSFit программку, и смотрите, к чему можно привязать браслет. Если вы мне не верите, вы можете поменять регион, допустим, на Китай, и посмотреть, что в Китае конкретно начинает MSFit продавать. Radeon стрим был про то, как покупать товары дешевле, вы можете что-нибудь спросить. Meizu Flow, да, норм наушники. Мифа 0.5 лимитированные синенькие наушники выглядят прямо класс. А белые плохо или серые или красные? Подскажите, можно с Mi Band без интернета на смартфоне пользоваться, а вечером синхронизироваться и скинуть инфу в Mi Fit? Хочу взять Mi 9T. Да, конечно же можно. Кроссы осенние и зимние. Бум, пиши в ВК. Такие вопросы. Так, Meizu Pop 2, Сэм, вам просто не повезло, во-первых. Во-вторых, вам, скорее всего, не хватает басов и громкости. Какие часы лучше для велосипеда? Лучше Гармины, Андрей. Андрей, всегда лучше Гармины, а так вы можете купить себе просто нагрудный датчик, подключить его к телефону, повесить телефон на велосипед, и все, это будет идеальный вариант. Mi 9 SE, либо Redmi Note 7, Mi 9 SE. Да, какие из ушей серии беспроводные тебе нравятся лучше всего? Так, давайте 5 минут ответа на вопросы, потом розыгрыш Mi Band 3 и розыгрыш M9. И потом, кто останется, с теми пообщаемся. Еще раз напоминаю, что тема, каким образом купить Mi Band 4, Amazfit Bip или Huawei любой дешево, всегда не стоит пороть горячку. Не всегда стоит даже доверять программам, допустим, которые находятся у вас в трее наверху, прикрепленные в Google, которые вы скачаете для того, чтобы видеть цену за месяц. Читайте обязательно отзывы на товар. Там будет написано, за сколько кто покупал. Спрашивайте, не стесняйтесь, вам обязательно напишут. И вот будете примерно ориентироваться. Но не забывайте, что курс доллара скачет, поэтому скачет цена. От этого ничего не сделать. Помнишь, ты говорил, что планируешь заказать ноутбук? Какой именно? Нет, Никита, я планирую купить стационар. Ноутбук я купил второй себе, это Xiaomi-шный. Что за геймпад на столе? GameSear G6, пока с ним не разобрался, честно. Ну и какая минимальная цена у обычных Verge? Напиши в чат, пожалуйста, а то я без звука. Нет, у меня нет, Михаил, времени, к сожалению, писать. Ладно, Verge 7К, допустим. Что такое конец сезона? Конец сезона, вот, допустим, в августе, в середине сентября заканчивается лето. И все спортивные товары для лета начинают распродаваться. То же самое зимние товары. В апреле, в мае уже начинают их распродажи. Так, как Stratos настроить интервальную тренировку? Я так понял, это типа отрезков. Напиши в ВК, слишком долго рассказывать.
Привет, подскажи, пожалуйста, что-нибудь слышал о наушниках Stable S? Слышал про их фирму, не очень хорошие отзывы только. Напиши в ВК. Когда ты влоги снимать будешь? 100 тысяч подписчиков, и мы с вами пообщаемся. Лично. Что за Mi 9? M9 это наушники, которые Lari Nanopods, OEM-ка их. То есть, кто не понял, есть и Lari Nanopods, вот они покупают у M9, у завода наушники, клепают на них надписи Lari и продают. Вот, и почему я писал, что Илари плохо, а М9 пишу хорошо, потому что Илари стоит 5000 рублей, а М9 полторы. И за полторы, да, они того стоят, полторы-две. AirDots норм наушники, Amazing я написал, что не особо норм, но если за 900 рублей купите, а потом они не успеют у вас навернуться до того момента, как вы их продадите, отличные. Привет, как купить дешевле Mi Band 4? Еще раз повторяю, на Pandao за 1490 рублей, по-моему, я покупал 1480, сейчас в районе 1600 рублей. Но не факт, что дойдут, мне до сих пор не дошли. На eBay, на Алиэкспрессе 1900 где-то. 2000 китайскую версию покупаете, она становится русифицированной, и все в огне. Но почему в Mi Band 4 есть управление музыкой, в BIP нету и не будет? Максим, в бипах есть управление музыкой, если вы поставите кастомную прошивку. Нужно чуть-чуть просто заморочиться. Санек Жилов, спасибо, пожалуйста. Так, кстати, а что у нас, кстати, есть в бипах? В новой прошивке. Я, кстати, купил бипы по той причине, угадайте почему. Кто угадает, почему я купил бипы? Кто смотрит мой канал давно? Для того, чтобы сказать, почему я купил бипы. Михань, да, помню, Сергей, Huawei Watch GT стоит покупать? Я бы не стал. Гена, привет. Очень странно, что их так много, и вот странно, я считаю. Активность, статус, нет, не вижу плеера. Не вижу плеера, хоть убейте. Да, наверное, плеера нет. Но я знаю, как установить, напишите в ВК. Писать вопросы только в ВК или в Facebook тоже можно. Можно в Facebook, можно в ВК, просто в Facebook я часто забываю, что у них есть сообщения. Да, конечно же, краш. Розыгрыш бипов. Нет, розыгрыш бипов где уже был. Да, Андрей, чтобы их убить. Сравнить читаемость экранов с Mi Band 4 и бипов на солнце. Ну и это тоже можно. Кстати, да, может и сравню. Если будет достаточно требований. Сравнить их. Привет, как можно оставить ссылку, чтобы купить дешево? Не понял. Бип меряют пульс? Да, бипы меряют пульс, у бипов есть GPS, и, наверное, это один из моих любимых товаров, так же, как, скорее всего, любимый товар минимум 10 тысяч моих подписчиков. И не потому, что он идеально точный. GPS здесь не идеально точный, пульсомер здесь не идеально точный, не знаю... Экран здесь не топовый, но трансфлективный, живут они долго, и за такие деньги, нету даже аналога близко, к сожалению. Так, краш-тест сравнивай, Никита что-то удалил, всем привет, только пришел, привет. Александр Королев, делать обзоры на ноуты у меня были, Александр Королев, как только мои обзоры на ноутбуки будут заходить, я сразу же начну делать еще обзоры на ноутбуки, благо у друзей ноутбуков хватает. Вот, дальше. Нет экран бипов, это просто шикарно, посмотрите только, как хорошо видны цифры. Да, это не максимальная яркость, это просто трансфлективный дисплей. Дальше, стоит ли покупать MSFit Pace? Нет, они морально устарели, хотя мне очень сильно нравятся. Здесь очень сильно зависит от того, каким образом вообще, какой девайс вам внешне нужен. Я могу сейчас остановиться по поводу того, вообще нужны ли девайсы, но подобные. Но я думаю, отдельный стрим сделать для этого. Могу сейчас рассказать мое мнение, мое отношение вообще к фитнес-браслетам, гаджетам и всему подобному. Подскажи, какой лучший фитнес-браслет на сегодня? На сегодня лучший браслет для фитнеса – это исключительно Mi Band 4. Сейчас я включу на него максимальную яркость, пока сейчас отвечаю на ваши вопросы, потому что вам, может быть, кажется, что он тусклый. Но это не так, но, опять же, мне на солнце яркости не хватает. Вот такой он. Дальше. Мой вопрос пропустили. Стоит ли ждать BIP 2? Ждите, если уверены, что он стоит 3000-4000 рублей. Привык общаться по трансляции? Да, наверное, привык все-таки уже. Во-первых, благодаря вам, други, потому что у меня очень адекватный канал, я надеюсь, по вашему мнению, и у меня мега адекватные подписчики. Кому интересно, я могу сделать скрин людей, которых я заблокировал, их просто сотни. Так что среди нас нету фриков, и это самое важное. Фриков каких-то, это в первую очередь тех, кто не уважает друг друга. Напоминаю, что канал без мата, это самое
Весь мат можете мне писать контакт, Facebook и даже, ну, ВКонтакт и Facebook. Можете даже в телеге, я вас банить не буду. Какие наушники ты заказал дешевые М9? И у меня есть обзор на М9, вы можете их посмотреть. Каким часам можно подключить ТВС-уши и слушать музыку? Эти Amazfit Stratos Verge у меня были на обзоре и Pace. Здесь по 4 гигабайта памяти, сюда можете закидывать музыку, соответственно, и слушать их. Да, мы адекватны. Спасибо большое. Возможно, вы здесь только адекватны, так как я в основном адекватен здесь, а в жизни, наверное, я слегка резок. Так, как купить дешевые MSFIT в Москве? Я думаю, на Тмоле за 4000 рублей вы спокойно купите. Там очень часто скидки. На Алиэкспрессе есть отдельная площадка Тмол. Вот там я очень много дорогих товаров покупал, включая вот этот телефон P20 Pro за 52 тысячи тогда, когда он стоил везде 70. Я бы дождался бипа вторых, часики натикали уже, вот-вот должна выйти вторая итерация. Очень надеюсь, что, Ронда, что бипы вторые вышли, вот бипы Lite, это они не подразумевали, что это бипы вторые. Хочу купить Stratos, но хотелось бы автономность побольше, на что посмотреть? Кроме бипов ничего, аналогов Stratos это только Verge, но они мне меньше понравились, я советую все-таки купить либо их, либо Polar. Где Verge? Verge на супруге, на руке супруги. Дай свой контакт в Телеграме, пожалуйста. Джерри, вы можете написать в общий чат в Телеграме, либо ВКонтакте, или в Фейсбуке. У меня контактов там просто море под любым из видео. Подскажи, пожалуйста, ультрабук за 50-60 тысяч или лучше в ВК? Лучше в ВК, Гео, но это однозначно будет Xiaomi, хотя смотря, что вы хотите. Чем хуже Honor Band 4 от Xiaomi Band 4? Сергей, я сделаю обзор, но изначально сразу говорю, что Honor Band 4 это Run Edition, правда. Есть четвертый. Четвертый был у меня на обзорах, глючный он, глючный, не верю, что перестал быть глючным. У Stratos 2C уши отваливаются, я их не так часто тестю с ушами, при мне не отваливались. Беспроводные уши при беге не выскакивают, выскакивают затычки, если плохие, если вы неправильно амбушюры подобрали. Но магия любых наушников, во-первых, затычек в том, что когда вы их запихаете, они у вас получатся как, ну, допустим, Тиса i4, они получаются как, не как амбушюра, а как затычки, как вот когда вы спите, беруши. Вот. И чтобы они вылетели, это довольно сложно. Раз. А если вы покупаете вкладыши, типа AirPods, вы берете AirPods, покупаете на них силиконовую накладку за 60 рублей на Алиэкспрессе, плюс шнурочек тоже силиконовый, там тоже рублей 28, по-моему, или 40. И все, и они у вас не вылетают. Это 100%. Pace или Bip? Ой, Гориллас. Газилла, Pace. Pace. Так, какие часы со звонками? Со звонками. Со звонками здесь нет часов. Часы со звонками это, по-моему, у Verge только есть динамик. Так, но звонить по ним нельзя. Вообще все часы, по которым можно звонить, если вы не заметили, а люди, живущие в Москве и Петербурге, я думаю, замечают, что особенных людей, которые разговаривают по часам, довольно мало, потому что, во-первых, это странно выглядит, а во-вторых, потому что не сделали еще такой волшебный микрофон для того, чтобы вы могли адекватно иметь возможность общаться через часы. Дальше. Сестре покупал на день рождения Bip. Мог Band 3, конечно, но она любит Apple. Сама с айфоном ходит, а про Watch не могу, конечно, купить, а Bip на них похоже. Да, и Бипы хороши. Я просто слышал, что анонс был, что ЭКГ будут и дороже первой версии, дороже материала. Алмаз это, скорее всего, ЭКГ в Verge. Verge нет пока показать. Стоит ли менять Stratos на Verge 2? Однозначно нет. Почему, потом расскажу. Какие наушники лучше? Вин, пиши мне в ВК. Т9 Apple Watch. Крутой обзор, красава. Спасибо большое. Не знаю, про какой вы обзор говорите, но я стараюсь каждый обзор делать более-менее приличным. Как вам Мифа зашло, кстати? Мифа 0.5, вот эти уши. Кто смотрел? На ноуты Xiaomi также винда становится, как и на обычные ноутбуки, без танцев с бубном. Нет каких-то особенностей в этом плане. Улугбек, я купил Xiaomi-шный ноут сразу с русской виндой. Есть особенности, как ее установить. Я покупал его в России, потому что я боялся и боюсь покупать подобные гаджеты не в России, ввиду того, что они выходят из строя иногда. Слышал когда-нибудь о ушах Remax? Да, но не покупал. Покупать i10 не стоит, мое мнение. Polar M30 430 или Stratos. Лучше Polar с нагрудным датчиком, либо Stratos с нагрудным датчиком. Неважно, что вам больше нравится. Polar Vantage M можно брать. Polar все хороши. Go обзор на Xiaomi Mi Dual Driver Earphones. Напиши мне в ВК.
закину их в корзину. Какой у тебя бюджет? Обычно я трачу 40 в месяц на гаджеты, иногда чуть-чуть больше. То есть у меня психологический, наверное, барьер 50 тысяч, потому что больше, чем 50 тысяч на YouTube тратить, это уже слишком дорогое увлечение получается, согласны? Менять третьи бенды на бипы, да, однозначно. Либо на четвертые. Только бенды сначала продай. Прикольные уши, но не очень внешний вид. На вкус и цвет, Дмитрий. Привет, можешь посоветовать фитнес-браслет для бега? Сергей, вот давайте остановимся секунду с сообщениями, я обязательно на все отвечу. Я хотел бы ответить все-таки обязательно на спортивный вопрос. Любые спортивные гаджеты, вот все, что вы видите, 12 тысяч, 3004, 6-7 тысяч рублей, 2000 рублей, все они считают пульс при небольшой нагрузке адекватно. Выше 150-160 ударов они показывают бредятину. Ту статистику, которую вы видели в стратосах, либо во время того, как я делал стрим на это, с космическим пульсом в 189, когда я бежал 8 километров, 12-14, это бредятина. То есть я бегал потом с нагрудным датчиком, повешенным на стратос, минимум на 20 ударов меньше. То есть выше 160, особенно при переменном, когда у вас интервалы, плюс если вы бежите, не дай бог, больше 5 километров, вот эти вот все гаджеты, пульс показывают бредовые, абсолютно бесконечно. Если вы об этом спрашиваете, я на 99% уверен, что, к сожалению, или к счастью, вы пока не профессионалы, и лучше потратить 1500 рублей, кому интересно, 1500 рублей где-то стоит более-менее приличный нагрудный датчик в Китае. Скидывайте мне в ВК вопрос, я вам скидываю ссылку на него. Тот, что заказал я, мне он пока не пришел. Но я его уже юзал у товарища. Как Stratos 2 вышли уже? Нет, не вышли они. Вышел Verge 2, а Stratos 2S есть. Напишите мне в ВК, если хотите, ссылку на покупку Stratos, я куплю их, но я уверен, что нет. Какая твоя любимая марка производителя телефонов? Huawei. Почему? Потому что мне кажется, что либо Apple, либо Huawei. Понятно, Apple я не пользуюсь, яблоком дорого пользоваться, а Huawei топ, мое мнение. Максимально топорный телефон. Максимально. Будут ли обзоры на ноутбуки? Будут, еще раз отвечаю. Насколько хорош Mi Band 4 по плаванию в бассейне? Дмитрий, не особо. Скажем так. Пейс устарели однозначно. Слушай, понимаю, что, возможно, были уже вопросы, но все же, какие сейчас беспроводные уши лучше до 2-3 тысяч рублей? Напиши мне ВКонтакте. И в основном, Петр, вообще, тем, кто смотрит мой канал, напоминаю, что вот все гаджеты, что я покупаю, в 99,9% случаев я покупаю с надеждой, что они будут хороши. То, что очень часто я делаю обзоры на то, что они плохие, уж так получается, потому что я не продавец и я не магазин. Вот все, что я беру, я надеюсь, что это хорошо. Другое дело, что иногда это бывает плохо, и мне приходится плохо рассказывать. Но, скажем так, 3 из 4 товаров я доволен, что я купил. В принципе, практически все товары, что я покупал, продались. Понятно, что в 2 раза дешевле, иногда даже в 3, но вот так. Я до сих пор с Mi Band 2 хожу и очень им доволен. Пока что первые и единственные мои смарт-часы Mi Band 4, останешься доволен прям 100%. 100%. Так, нагрудные датчики, подскажи, плиз. Боб, напиши мне в ВК или в Facebook. Менять Stratos на Verge 2? Нет. Еще раз. То есть не имеет значения бипы или Mi Band 4. Имеет значение огромное, потому что в Mi Band 4 есть GPS, точнее, в бипах есть GPS, а в Mi Band 4 нет. Так все-таки вернуться еще, да, про гаджеты не дорассказал. С пульсом хлам. Но раз грибки считают более-менее вот эти все девайсы, стратосы, пейсы, стратосы, пейсы, в воду нельзя, их утопил. Mi Band 4, вот эти не очень бипы хорошо с водой себя ведут. Так что, если вам необходимо считать грибки, лучше стратосы, либо Mi Band 4. И по поводу остальных функций фитнес-трекеров, в принципе, это довольно полезный гаджет в плане примерно понимать, сколько у вас активность в день. Если вы ходите 20 тысяч шагов в день, не так у вас и много энергии для того, чтобы потом спортом заниматься. Нужно четко понимать. Так, куда именно писать в ВК? В личку или в группу? Можете в личку, лучше в личку. Какие наушники лучше до 1500 рублей? Тиса 4i. Видел Redmi AirDots за 700 рублей. Круто. Покажи мне скрин того, как ты это купил, Никита. Инал. Брать бипы Global или Китай? Еще брать обычный или Light? Бери обычный Global лучше. Хотя я не помню уже, какие лучше, если честно. Точно не Light. Знаешь ли о канале Android News? Да, знаю, Макс. Еще раз не упоминайте здесь канала, пожалуйста. Это не рекламная площадка.
Что за конкурс на Mi Band 3? Он каждые 2 недели, Дмитрий, проходит. Каждые 2 недели я разыгрываю Mi Band 3 или Honor Band 4 Run Edition. И плюс еще там вот в текучке, если вы под каждым моим обзором посмотрите, есть какие-то конкурсы. Сегодня я разыгрываю наушники M9. Обзор на них вы можете посмотреть на канале. Кто не успел его участвовать в нем, сочувствую, потому что буквально через 5 минут я, наверное, его начну. Какие смарт-часы купить от 10 до 15 тысяч рублей? Здравствуйте, так, не успеваю. Смарт-часы до 10 тысяч рублей. Смарт-часы для чего, смотря? Все зависит от того, от ваших целей и задач. Если ваша цель и задача спорт, то, наверное, это все-таки бипы просто. Если красота, то я бы взял стратосы. Ну и спорт, соответственно. Дальше. Видосики. Так. Мне кажется, Redmi AirDots за 700 это лапша. Да ну почему? Все бывает, так сказать. Привет, когда уже выиграю что-нибудь, Сергей? Как только, так сразу. Есть ли смысл MSFit 2, а не Band 4 брать? Ну, если у вас есть 10 тысяч рублей, а не 2, берите. Иногда бегаю, сейчас не часто прям, но надеюсь опять чаще начать. Дело в том, что вот эти все гаджеты, они единственное, чем помогут вам в беге, в любом виде спорта, это только тем, что вы оденете эти часы и подумаете, блин, я потратил 12 тысяч рублей, я просто обязан их амортизировать. Или я потратил 4 тысячи рублей, обязан их амортизировать и бегать. Или я потратил 2 тысячи рублей, я просто обязан заниматься спортом, иначе зачем я их купил. То есть это единственная мотивация. А по факту то, что вы будете там видеть, ну и плюс треки, конечно. Треки это когда вы видите то расстояние, которое вы пробегаете, ощущаете, что вы пробежали 10 километров, а для обычного человека все-таки десятка это прям вообще круто, да даже пятерка. Вы понимаете, что вы можете в режиме бегать, находиться час. Ну, круто это, круто, потому что большинство сейчас это тюлеши такие, которые смотрят в экран. Неплохо, что они тюлеши, но здоровье от этого очень-очень сильно печалится. Чтобы купить, чтобы давление и пульс мерил. Сергей ничего адекватно, давление не мерит. Так, что-то со звуком. Так лучше? Кроссовки Xiaomi Antelope или Lightning? Что вам больше нравится, и то и другое неплохо. Так... Amazing World, я тебя забаню, если будешь спамить. Так, они уже 650, кто не верит, может мне, Никита, напишите в личку, где они 650 стоят. Видел на Алип, пишут за 800 AirDots, заходишь, там типа, ну, забудьте. Так, а у кого звук еще глючит? Звук норм или нет? Напишите, пожалуйста. То чувство, когда в 16 бегал десятку, Инал, но это хорошо? Я больше двадцатки не бегал, в 16 я бегал двадцатку. 40 мне себя жалко. Я слишком большой для сорокета. Я считаю, что сорокет должен бегать человек, который весит меньше 60 килограмм. Кстати, сегодня бегал 4 сотни. Вот, и похвалюсь, я занял 2 место. Пусть на очень таких лайтовых соревнованиях и прям таких... Не хочу унизить спортсменов, которые со мной бегали, но они не особо, как и я, спортсмены, но было нормально. Потому что я наконец-то пробежался в полную силу в печальных российских шиповках, которые чуть не развалились, но было норм. Можешь посоветовать кроссовки для 50? Сергей, если есть бюджет в 6 тысяч рублей, я всегда посоветую кроссовки Mizuno, Wave Rider, любую цифру, 19, 20, 21, 22, они топ. Так, я на работе до 36 тысяч шагов делаю, если Band 3 не дурит. Может быть, Владимир, если он не считает, опять же, вашу поездку либо в метро, либо в поезде, либо еще где-то. В 13 иду в ВК, 10 ровно. Ничего не понял. Рили? Ну, не надо. Главное четко понимать со спортом, зачем вы им занимаетесь. Сбросить вес, улучшить самочувствие, поменять свою религию на спорт, не знаю... Для чего? То есть, если вы станете, ну, допустим, я честно, я не пью и не курю 9 лет и 10 месяцев. Я очень хочу 10 лет добраться, это будет очень круто для меня лично. И моя жизнь точно легче это 9 лет не была. Потому что, когда ты не пьешь и не куришь, у тебя нет никаких оправданий. Что вот я вчера побухал, мне же надо отдохнуть. Поэтому ты копаешь все время. Ладно, это все лирика. Можно NFC пока не смотрела, нет в бюджетных ни в каких девайсах. Стоит ли брать Havit i93 только для тренировки? Да может быть. Смотрите, за сколько вы сможете купить. Если дешево, берите. За какое время в среднем десятку пробегаешь? Такого среднего нет. 4,20 на километр где-то так. Это вот не убивая себя. Стоит ли покупать? Передай привет Адилю. Адиль, привет.
Так, лучше быть подписанным на канал и писать комменты по мере выхода новых видео. Сегодня я чуть не сдох на экскурсии, мне 14. Санек, ну нужно аккуратней. Не скажи, вчера с другом бегали, а полумарафон час 40, а ему 17. Бежал марафон 3 часа 16 минут. Да, в принципе, многие друзья либо бегают, либо в зал ходят, либо и то, и другое, как я. Ну, поэтому мы и сидим на канале, который посвящен спортивным гаджетам в основном и кроссовкам. Дальше. А до этого пил и курил? Да, газила, но не в школе. В школе не пил, не курил. Я плаваю с Mi Band 2, он считает шаги, это норма. Он не считает, да, все норма, но грибки не считает. Вообще ничего, да, 9 лет не пил и не курил, даже на празднике, даже шампанское. Поспорил я на 10 лет, а я думаю, что я продолжу. Так, интернет лагает, это очень плохо, сейчас я что-нибудь с ним сделаю. Я единственное, что сейчас просто одновременно пытаюсь разобраться с конкурсом. Так, Mi Band на таможне, сейчас проверим. Может быть, дело было не в бобине, а просто в интернете. Скорее всего, второй телефон обновляется. Что буду разыгрывать? М9 и Mi Band 3. Где твой ВК? Сергей, еще раз заходишь в группу, а там я отвечаю на вопросы. Сохраню эфир с РМ. У меня ничего не лагает. Отлично. То чувство, когда все ровесники в 16 садят печень, а ты сердце любимым бегом. Ну, вот так. Привет, я вернулся наконец-то. Отлично. А что за тисы на столе? Это i4, у меня был на них обзор, очень экономная штуковина, наподобие QCY, наподобие аномоебацев. Все это в районе 1000-1200 рублей. Что дешевле, то и берите. Там трое наушников у меня таких в топе, которые до 1200 рублей. Возможно ли восстановить легкие после курения? Конечно, 3 года, и они у вас полностью восстановятся. Даю розыгрыш, давайте. Всю жизнь курю и нехорошо. Так, я к розыгрышу готовлюсь, давайте. Спасибо большое, что поздравляете за 50 тысяч подписчиков, я этому очень рад. Я не думал, что я доберусь до полтинника. Теперь я буду думать, что через года два доберусь до сотки, благодаря вам, други. Дальше. Garmin что взять? Давайте я при вас тогда буду разыгрывать, а то это как-то странно будет. Потерпите же, правильно, пока я буду настраивать. Дальше. Вот видите, как много людей уходит, как только я начинаю розыгрыши. Други, все-таки канал не для розыгрышей. В чем разница между антилопами Midge 1 и 2? А вы посмотрите обзоры и узнаете. Единственное, с кликом скинул, не могу через ПК на Алекс зайти, а через Прилу только с ним. Поздравляю. Ничего не понял. Пользанет, расскажи о всех минусах Mi Band 4, пожалуйста. Не хочу смотреть видео, хочу услышать сейчас. Одел потом, но это как бы чуть-чуть обидно, потому что я столько часов делал этот видос, и ты говоришь, я не хочу его смотреть. Согласен, что как минимум странно. Так, вот такой хаос. Хаос. Терпим. Все-таки для начала М9, правильно? Привет, начал бегать, ты меня замотивировал, вот начал пятерку, но тяжело, задыхаюсь с этим пульсом 160, с каденсом 170. Это надо пережить? Нет, нужно понизить каденс, нужно увеличить дистанцию и увеличить время работы вашей. Вот, то есть каденс – это важно. Дальше, что мы делаем? Мы делаем рандомно, сейчас, розыгрыш, так. Розыгрыш на YouTube, правильно? И я даже знаю, что ищу. Так, ну. Лайонзар, мой любимый Лайонзар. Я думаю, вы тоже его любите. Сегодня 2 розыгрыша будет, да, правильно. М9Т и... Опа, как-то так все сложно-то. Рандомайзер нам нужен. Только, соответственно, начнем мы с ТВСок. С ТВСок все помнят. Вот этот вот ролик нужно было репостнуть и благополучно победить. Но у вас должен быть ВК открыт и YouTube открыт. Ну, вы, соответственно, должны быть на меня подписаны. Вы помните? Нужна ссылка на видео, фото или пост. Вообще есть уже. Не понял ничего. Ей! Мне повезет. Я думаю, вам повезет. Надеюсь на вас. Так, авторизация сначала. Лайонзар. Фух,
Очевидно, что Asus ROG Strix. Да, Asus ROG Strix 702 VM. Про ноутбук этот могу рассказать, что у меня есть обзор на канале. Довольно колхозный, но честный. То есть он у меня 2 раза уже горел, 2 раза мне бесплатно его ремонтировали. И что я бы еще хотел добавить к этому? К тому, что бесплатно ремонтировали. Вот что значит купил в России. Если бы купил в Китае, уже локти бы кусал. Вставил туда 2 SSD-шника, конечно же, поменял оперативку. И, в принципе, он кое-как работает. Но, если честно, под мои задачи он уже не справляется вообще. Ну, не то, что никак, но не справляется. Так, ну что же. Вот сейчас у нас все получится, я думаю. Потому что ссылка на видосик уже есть. Готово? Да, может быть. Видите, 116 человек. Вот что за печаль. Вот что делают розыгрыши с моим каналом. Было почти 150, а теперь 116. Хотел у меня Mi Band 4 и Mi Band 3. Дальше. Вы можете пока спрашивать вопросы. Брать M9 или Honor FlyPods? Там цена совсем разная. Я не понимаю, у вас разброс. Если Honor FlyPods, то тогда возьмите вообще в этот. Ну-ка. Да я желаю Анзар добавил. Не то я добавил. Если вы можете позволить себе Honor FlyPods, то лучше FreeBuds 2 на каком-нибудь Pandao за 5000 на Scripts, и будет вам радость. Мое мнение. У меня меняли в каком-нибудь смартфоне батарею самостоятельно. Нет, у меня двоюродный брат в Москве ремонтирует телефоны и при мне менял батареи, и плюс я иногда его... При мне меняли батареи, скажем так, я сам бы не стал. Когда 10 на канале? Никогда, я думаю. Но то, что нас 50, уже факт. И я думаю, минимум 50 нас останется, потому что я не планирую заканчивать. А вы, надеюсь, не планируете меня заканчивать смотреть, хотя вас стало 120 человек вместо 150. Еще раз повторяю, видите, 30 человек не ждало розыгрыша, смотрело все-таки стрим. FreeBuds или M9? FreeBuds или M9? Не знаю. M9 закажи. Что тебе больше внешне нравится, то и закажи. Да что за полюбень? Я же добавил. Ох. Проверяем, активировалась она или нет. 15 секунд. Вот видите, всего 3000 просмотров на этот ролик. Хотя в то же время вроде бы розыгрыш, вроде бы репостили. То есть не особо что-то розыгрыши дают. Поэтому каналы так редко устраивают розыгрыши. То есть розыгрыши обычно устраиваются, если вы не в курсе, по той причине, что люди обещают эти розыгрыши провести владельцам. Вот. А ввиду того, что у меня владельцев нет, я не знаю, зачем я провожу розыгрыши. Наверное, чтобы вам скучно не было. Вас все-таки 117. Как-то нет, вот слово вот это не надо. Может, в будущем только лайки, подписки? Я подумаю. Можно ли сейчас... Я пропустил этот розыгрыш. Можно сейчас написать? Я думаю, нет, это не будет честно. Потому что, успеете, если. Смотрите сами. Не думаю, что вы успеете. Но, да что за лабутень? Кто-нибудь понимает, почему у меня не получается? Вот, есть. Наконец-то. В конце концов, среди концов. Давайте спросите меня что-нибудь, пока нас так много. Так, это твой плейлист. Репост не так уж сложно. На удачу. Не вижу ссылки. Опа. Мне кажется, я знаю Марию. Вот хоть убейте. Прям знаю. Каналы. Ей! Мария мой подписчик. И в Фейсбуке, конечно же... Ага, тех неполадки. Ввиду того, что этого подписчика я знаю, вы можете со мной соглашаться, можете нет. Ей я лично напишу. Она не один раз мне постила, а ввиду того, что Ава довольно запоминающаяся, М9 уходит Марии с КМС. Или у нее КМС. Я надеюсь, что у нее КМС по какому-то из виду спортов. Потому что выглядит она спортивно. Дальше. Жгем. Что у нас? Рандомное число. Сейчас мы Mi Band 3 разыграем. Вы не против? Рандомное число. Google.
Люблю Google рандомайзер. Случайное число, наверное, лучше. Google. Дальше. Что, Вилсаком? Оу, давай. Случайное число, случайное число. Генератор чисел. Значит, может вот так. Ей! Смотрим, сколько у меня видосиков. 241 уже официально. То есть, или нет. Наверное, больше. Давайте будем считать, что 240. 10 недостатков. Не буду открывать. 244 у меня видео. 244 смотрим. С 1 по 244. Какое видео у нас? 216. Смотрим 216 видео на канале. Так. Какие вопросы есть, други? Или уже никаких? Доцы. Как раз о них сегодня говорили, как вы помните, да? Предлагают мне подписаться на мой же канал. Печаль-то какая. Так. Дальше. Кукус, репостить не камильфо, будут ребенок без обид пользы. Да ничего страшного. Нет, почему? Опять же, репостами вы помогаете мне развиваться. То есть, любой человек, кто репостит видео, которое ему нравится, я ему безумно благодарен. Здесь дело даже не в каком-то повышении просмотров. Вы опять же можете посмотреть, что М9 посмотрело всего 3000 человек. Если я делаю обзор, допустим, на Mi Band 4, его смотрит уже там 50 тысяч посмотрело последние. А про эти товары я прекрасно понимаю, что его толком никто смотреть не будет, но с одной стороны. С другой стороны, Элари продают эти наушники, и грех не рассказать о них. Мое мнение, опять же, это мое субъективное мнение, может быть, я поменяю его со временем. Надеюсь, что нет. Вот, дальше что мы делаем? Мы вставляем также LionZar. Может быть и не надо, нет, надо будет LionZar вставить. Надо вообще везде, наверное, вставить, чтобы потом не мучиться, да? Просто благодаричка за проделанную работу. Да, опять же, не все постят, многие у меня просто, допустим, лайкают. Лайк видео тоже неплохо, как минимум неплохо. Хорошо, когда есть обратная связь, то есть вы висите, даже если ради... Хотя я уверен, что даже из 111 человек висит М9, это наушники. А ради розыгрыша сидит здесь очень мало людей. Но розыгрыш это тоже интересно. Во-первых. Во-вторых, тут проблема в том, что я его обещал делать. И, возможно, я когда-то изменю формат, то есть будет что-нибудь больше, значительно дороже, но, допустим, реже, чтобы не было каждые 2 недели. Потому что каждые 2 недели это довольно эмоционально затратно. Можно бипы, но раз в месяц разыгрывать, правильно? Было бы интересней. Mi Band 4 разыгрывают, если вы будете читать в описании под видео, вы будете знать, как часто я разыгрываю Mi Band 4. Да что ж за ужас-то такой? Как он меня мучает. Мучает меня. Не хочет LionZar давать мне возможность сегодня работать нормально. Давайте подключу мышку, что ли? Нет, не буду. Так, сколько стоит Redmi K20? Понятия не имею. И слава богу, наверное, не имею понятия. Так, есть. Частично есть. Открою текст. Ей. И вот отсюда скопирую, правильно? Как у кого день прошел? Дорогой ноут у вас. За 76 я его покупал когда-то. И дорабатывал я еще 15 где-то, наверное, потратил. Может быть, чуть-чуть больше 15. Вот. Бац, моя ава. Возможно, бац и твоя ава. Но надо переключаться на формат, что либо на стримах разыгрывать, либо разыгрывать что-то серьезнее. Тимофей, я очень рад, что у тебя был супер день. О, пляж, у меня плюс, по-моему, 12. Дальше, что у нас?
Дальше мы идем опять в Лайонзар. Надеемся, что он уже просчитал. Не просчитал ничего. Может быть, активируем ее. Проверяем на активацию. Вечер добрый. Redmi Note 7 на 6. Да, чем больше оперативки, тем лучше. Если брать Redmi Note 7, то с большим количеством оперативы и будет вам радость. Да, вроде бы активировалась. Опа. Ага, а где она? Ссылка это теперь. Не хочет он ее воспринимать пока. Давайте поотвечаю на вопросы. Тебе превью над кликбейтный делать надо. Ну, я считаю, что иногда я и так делаю достаточно кликбейтное превью, поэтому... А, вы имеете в виду превью в плане... Вот что умею, то и делаю. Так, приз в Украину придет? Конечно, придет. Проблем-то какие? Приз придет куда угодно. Иначе зачем мне разыгрывать? Видите, я не завязан ни на каких поставщиков, ни на какие магазины. И да, заплачу я эти лишние 1000 рублей за доставку, но что, обещал. Так, AirDots лучшие за свои деньги? Возможно, но я так не считаю. То есть я бы лучше купил QCY те же. Потому что, неразумно тратить больше не на QCY. Ну и что ж с Лайонзаром? Как я его тупо ненавижу уже. Тяжелый день у меня. Но хороший. Будет краш-тест Mi Band 4? Конечно же будет. В лучших традициях. Да, есть. Понеслась. Еще раз напоминаю, что подписки должны быть, как у КМСной девушки, открыты. Это раз. И два. Помимо того, что подписки должны быть открыты, у вас должен быть комментарий там. Так, мне кажется, Redmi Бондаренко. Смотрим. Желательно оставлять... Опа. Печаль. Хотя я знаю этого подписчика, но печаль. Дальше. Желательно еще писать, как с вами связаться. Не вижу... А, есть. Все. У нас есть победитель Дима Вит. Так. Вот я не знаю, правда, как к нему пройти, но я ему напишу. Как всегда, чтобы не тратить ваше время, я обязательно напишу данному человеку. Пока на данный момент я напишу ему под комментарием, потому что в противном случае с ним никак не связаться. Вот поэтому я и советую всегда, пишите, каким образом с вами связаться, либо в комментарии, либо на вашем канале. Что, нас все еще 106? Давайте пообщаемся чуть-чуть еще или нет? Печалька. Что за стол? Да, это не стол. Это не стол. Видите, какой я честный блогер? Это фон. Все это фон. Но не все, соответственно, иногда то, что я делаю, во всяком случае в видео я обычно фоны не использую, только при распаковках. Все секреты рассказываю, а потом все эти секреты очень часто, к сожалению, против меня люди используют. Да. Притом из контекста вырываю. Самое ужасное, когда вырывают все из контекста. 15 и 30 числа каждого месяца, да. Снова не мой день. Да почему? Ну все же относительно. Бывает маленькая халява, бывает большая халява, во-первых. Во-вторых, бывает, что везет в одном, бывает, что везет в другом. И лучше, когда везет в том, что по-настоящему важно. А вот такие маленькие презенты из разряда получить Mi Band 3, может быть и конечно, приятно, но вы же понимаете. Вы же понимаете, что в этой жизни не самое главное гаджеты. А главное быть счастливым. Если они вас делают счастливыми, то я думаю, что это хорошо, что так все просто. Купил себе амбушюры за 400 рублей, они оказались мне большие, представляете? Такая вот печаль. У Мифа большая проблема, как я уже говорил, что с кастомными амбушюрами их не запихать. Тика или Хавит i39 по звуку. Тика, мое мнение. Дальше. Вот видите, так, 20 человек ушло. Ничего страшного. Весь день было приятным бонусом. Ну уж все бывает, так сказать. Где подставки под часы приобрести? Алиэкспресс. Просто там по рублей 300 они, по-моему. Дальше. Какие еще вопросы, други? Вообще самое главное здоровье. Да. Притом даже, к сожалению, не ваше здоровье, потому что со своим здоровьем все просто. Ты просто начнешь, не знаю, бегать, правильно питаться, или на крайний случай ты можешь смириться. А вот здоровье твоих близких, это, конечно, печаль, потому что ты ничего не можешь сделать, если что-то не так.
Не сравнивал ли ты по спортивным характеристикам трассы с Samsung Galaxy Watch Active? Светлана, я откровенно скажу, что все эти спортивные гаджеты, особенно в категории дороже 10 тысяч рублей, те, что считают грибки, вообще в принципе одинаковые все считают. Они считают VO2 Max примерно, они считают ваши килокалории, трек, количество грибков, рекомендации, т.д. и т.п. То есть алгоритмы работы у всех разные, а считают они одно и то же. Так что вам больше нравится и кому вы больше доверяете, я не доверяю Galaxy. Почему? Потому что это масс-маркет. Возможно, они даже и лучше. Но вот такое мое мнение. Как купить дешево Mi Band 4? Еще раз повторяю, чтобы купить дешево Mi Band 4, вы либо дешево его покупаете, китайскую версию на Pandao за 1500 рублей, надеетесь, что он придет, мне он не приходил, либо покупаете Mi Band 4 на Алиэкспрессе за 1900 рублей и знаете, что он придет. Что за приставка джойстик? Джойстик, еще раз повторяю, у меня, кстати, вот эта подставка под телефон, она шла в комплекте с треугольничком, который позволяет в PUBG играть через клавиатуру и мышку, но потом, может быть, сделаю на это обзор, уже, наверное, полгода валяется. А это GameSear джойстик. Мне, кстати, понравился он, но я пока с ним не до конца разобрался. Кто о нем что-нибудь знает, можете написать. Буду рад, если вы поделитесь инфой. На данном этапе жизненного развития, конечно же, он мне меньше нравится, чем тот же Xiaomi-шный, но Xiaomi-шный и стоит намного дороже. Дальше. Как называется модель наушников QCY? T1. Я первый купил в магазине за 3К. Молодец. Какая автономность? Я тоже даже за 3000 рублей покупал Mi Band 4. Я вас расстрою в Москве. Верши неплохие вообще. За 8К нормально. Михаил, они больше женские. Мое мнение, опять же, я не утверждаю. Хорошие они. Нормально за 8К. Стоит ли покупать стратосы за 14 или бипы за 5? Ник, где вы берете эти цены вообще? Стратосы на Тимоле 11, бипы 4. До этого смарт-часов не было. Цены ДНР. Не знаю, что такое ДНР. Закажите на Тимоле бипа за 4000 рублей. Нет, не надо покупать сразу стратосы, может они вам не нужны будут, эти умные часы. Скажи, как тебе Galaxy S8 на 2019? Не знаю, я считаю, что любые такие штучки это морально устаревшие модели. Максимум год должен проходиться, иначе вы долго с ними не проходите. Так, а я в Ялте Mi Band 4 покупал. Круто, в Ялте в принципе круто. Тепло. Блин, хочу этот джойстик как сборку у него. Не могу понять, насколько он Китай. На процентов так 40 он Китай. Это точно. И по пластику тоже. Я понимаю, Михаил. Я, может быть, просто не хочу это озвучивать. Потому что здесь нет политики и религии на этом канале. Как только она появится, я вам сообщу. Салам, Рашид. Дмитрий, расскажи про Pandao подробнее. Какие риски при покупке, какая разница солей? Довольно большая, Дмитрий, бывает разница солей. Риски по покупке я вам осветить нормально не могу, потому что я заказывал там раз 8, и мне пока все приходило. То есть люди обычно неадекватно могут, даже если бы не приходило, понимаете, я не могу вам рассказать, как там деньги возвращаются. Вот что самое обидное. Дальше. Еще раз повторите, пожалуйста, из того, что на столе, еще какие беспроводные наушники недорого. Вот из того, что на столе, недорогие Tisa i4, недорогие наушники QCY 1T или что-то там, у меня есть на обзоре, и на Anemo. Здесь Стратосы, Бипы, Мифа 0.5 и GameSear G6, а все остальное я отодвинул и даже не знаю где. Вот, кстати, вот наушники, которыми я сейчас пользуюсь и на которые я сделаю обязательно обзор. Первые мои проводные. И нет, они не космос стоят, они стоят около двушки. Дальше. Стоит ли брать для бега пульсомера с нагрудным датчиком за 15 тысяч или лучше что-то из Китая? Можете просто нагрудный датчик купить за 1500 рублей из Китая и все. И этого будет достаточно. Деньги с карты дебетовой вернули на Pandao. Отлично. Pandao это аналог Али, да, но более сомнительный. Польза.нет. Не стоит ли рассматривать к покупке Meizu EP52? Может и стоит. Доберусь до них, расскажу. Будет ли видео с Mi Band 4? Никита, у меня 4 обзора. 5 обзоров на Mi Band 4. Мне вот это оскорбительно слышать от вас. Так, у тебя были JBL? Да. Проводные, хорошие. Mi Band 4 у меня 2 недели уже без зарядки, на них 49%. У вас не минутное отсчитывание пульса, на 99% уверен. Стоит ли взять за 230 рублей Mi Piston? Piston, не знаю, скиньте мне в ВК, я скажу вам. Стоит ли покупать BIP или Stratos и БУ? БУ вообще не стоит ничего покупать, очень опасно. Так буду выходить, потому что побег дальше. Удачи, Сергей. Нет еще
Еще ли будет видео? Никита, 5 обзоров было, еще будет минимум 3. Как тебя найти в ВК? Эдуард, просто под любым видосом моим есть контакты ВК, Фейсбука, Телеги, а, Инсты, вообще всего. Так, всем пока, Спортсила. Счастливо, Дмитрий, Спортсила. GameSear G6 на Алике 35 баксов стоит. Что-то как-то жирно. Ну, вот так. Как продлить автономку у четвертых бендов? Поставьте, что пульс мерил реже. Что купить, QC White 1 или Hilot GT1? А мне не нравятся Hilot, потому что у них сенсор. Вот. Почему опасно БУ? Потому что это техника такая точная. Смотря за сколько вы будете брать. Салам Северного Кавказа, спаун. Салам. Подойдет ли бип на детскую руку? Ту-ту-ту-ту-тун. Смотря какую детскую. Вот диаметр примерный. Думаю, да. Подскажи Mi Band 4 или бип-бип. Так, Зема, удачи. Какой следующий смарт будет на обзоре? Verge 2 я заказал. Следующими будут бритва. Потом, наверное, наушники вот эти проводные. Я по-быстрому сделаю на них обзор. Дальше будет колонка. Кстати, 81 человек остался, и я смогу вам проспамить. Возможно, в инсту еще проспамлю, но это скорее не спам. Это, наверное, все-таки это не спам, это спойлер. Спойлер, проспойлерить. Вот такая колонка у меня на обзоре. И спойлер для тех, кто смотрит мой канал. Она шумит. Шумит на малой громкости, если прислушиваться. Что-то как-то я стал уж совсем с возрастом дотошным. Так что, кто хочет услышать что-то дико хорошее про эту колонку, наверное, мой обзор нужно смотреть последним. Это раз, а два. Единственное, что Тронсмарты наконец-то туда засунули два динамика реально по 20 ватт, а не как в моей прошлой колонке Force Plus на 10 ватт и усилитель. Так, нас 80. Все-таки, наверное, уже заканчивать надо, да, Виталий? Давайте попрощаемся. Стрим я оставлю для тех, кому интересно, кто выиграл, для тех, кому интересно, как примерно покупать дешевле. Спасибо большое, что были на стриме. Если будет какой-то вопрос у вас, пишите в ВК, всегда отвечу. В следующее воскресенье мы разыгрываем Mi Band 4, но также можете подходить либо к концу стрима, если кто ради розыгрышей приходит сюда, либо, если не хотите подходить во время стрима, можете посмотреть его в записи совершенно свободно. Притом, как вы видите, особо смотреть нечего, можно слушать в фоне. Глеб счастливо, Инал счастливо, Ветер счастливо, Сергей счастливо, про ножи счастливо. Вам спасибо, что смотрели. Всем спасибо, что смотрели. Мне безумно приятно с вами общаться, потому что вы крайне адекватная публика, которую я очень редко встречаю на просторах YouTube у других блогеров. Мне безумно повезло. И это не преувеличение. Газила, еще раз здорово. Продублируйте, кто выиграл. Мистер Samsung, выиграла Мария и выиграл еще второй человек. Не помню кто. 5 секунд. А кто выиграл? Я пересмотрю, не помню. Кто-то, у кого закрыто подписчики. Вот. Вас приятно, с вами приятно общаться, Андрей. С вами в частности. Виталий, приятно. Счастливо. Санек, счастливо. Ронда, счастливо. Михаил, счастливо. Сергей, счастливо. Пифи, счастливо. Самбука, счастливо. Samsung, счастливо. Рашид, счастливо. Санек, еще раз. Санек, не надо по 300 раз писать. Я же пытаюсь 70 людям сказать до свидания. Redmi AirDots, кьюшки я бы Расул взял. Виталий, счастливо. Вадим, счастливо. Киркус, счастливо. Сейд, счастливо. Все, кто хотел, попрощался. С остальными спасибо, что были на стриме. Еще раз посмотрите про мифа. Я думаю, вам будет интересно, потому что уж очень про них много рассказывают довольно неплохих блогеров, но это не хай-фай. То есть, я не знаю, это не супер топ. Это вот примерно Meizu Pop, но в другом варианте, и поп мне больше нравился, если честно, там больше плюсов. Руслан, счастливо, Алекс, счастливо, Додж, счастливо, и Алекс, еще раз, до свидания. Виталий, удачи. Нет, у них нет ОЕМ-ки, все, что они продается ОЕМ-ка еще дороже. Заканчиваю, давайте, други.